Путина унизили в Китае. Си все больше отворачивается от Кремля, как и жители Сибири. Обращение к китайскому лидеру. Отношения двух стран на пределе. Удар по Калининграду. Резкое заявление из Европы. Российские базы сравняют с землей. Трамп отдал приказ относительно новых ударов по Ирану, пока НАТО срочно усиливает ПВО и готовится к серьезному противостоянию. Разведка бьет тревогу и говорит об операциях Тегерана в Европе. Война на Ближнем Востоке разрастается. Об этих и других событиях к вечеру вторника, 19 мая. Хороший вечер вторника начинается с правильных новостей. С вами команда «Нехта», в студии Олесь Корниенко. Артподготовка перед визитом Путина в КНР. Накануне стало известно об ударе российского дрона по китайскому гражданскому судну в Черном море. Сегодня прилетело нечто более весомое с обратной стороны. Financial Times пишет, что Си Цзиньпин во время переговоров с Трампом заявил: Путин еще может пожалеть о вторжении в Украину. По данным источников издания, китайский лидер сделал это заявление в личной беседе с президентом США. И это особенно заметно на фоне того, что раньше Си избегал таких оценок Путина, да и самой войны. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина. Еще на одну важную деталь визита обратил внимание украинский журналист Роман Цымбалюк. Встречать его будет министр иностранных дел КНР Ван И. При этом Трампа встречал вице-председатель КНР Хань Чжэн, человек уровнем заметно выше главы МИД в китайской иерархии. Для Пекина такие детали не случайность, добавляет Цымбалюк, а язык дипломатических сигналов. В общем, тут бы подошло одно из любимых словечек Путина. Наши так называемые партнеры нас просто надули. Трамп отдал приказ военным насчет новых ударов по Ирану. Они должны были быть нанесены уже сегодня. Но президент США снова нажал на паузу. По словам хозяина Белого дома, его попросили подождать лидеры Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, которые надеются на успех переговоров. Я дал указание министру обороны Питу Хексету, председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Дэниелу Кейну и вооруженным силам Соединенных Штатов, что мы не будем проводить запланированное нападение на Иран, но также дали указание им быть готовыми к полномасштабному наступлению на Иран в любой момент, если приемлемое соглашение не будет достигнуто. Позже Трамп уточнил, что у режима времени на раздумье немного, а буквально 2-3 дня. Если мы сможем все решить, не разбомбив их к чертям, я буду очень рад. Как думаете, чем закончится на этот раз? По истечении срока он снова даст Ирану время или все-таки отдаст приказ стрелять? Москва снова поднимает ставки ядерного шантажа. Минобороны РФ объявила о масштабных учениях стратегических сил в условиях угрозы агрессии. В маневрах участвуют ракетные войска, стратегическая авиация, Тихоокеанский и Северный флоты. Это десятки тысяч военных, сотни пусковых установок, подлодки и ракетоносцы. Военные собираются отрабатывать запуск баллистических и крылатых ракет по полигонам внутри России. Накануне о проведении учений с тактическим ядерным оружием заявило и военное ведомство сателлита Москвы Лукашенко. Как вам кажется, все эти игрища с ядерной дубинкой свидетельствуют о силе хозяина Кремля или о том, что спецоперация идет не совсем по плану? Российская армия, похоже, снова воюет сама с собой. Z-каналы сообщают об уничтожении собственного вертолета. Судя по их публикациям, погиб и экипаж. А это важно, так как на подготовку пилотов уходят годы и средства, сравнимые со стоимостью самой техники. По предположениям авторов Милитарного, речь может идти о вертолете Ми-8 МТПР-1. Это очень редкая машина радиоэлектронной борьбы. Таких бортов у России немного, и потеря каждого – это очень чувствительный удар. Аналитики не исключают и удара украинского дрона.
США дали России еще одну передышку. В Вашингтоне подумали один день и все-таки продлили послабление в санкциях. Партнерам Москвы разрешили еще 1 месяц покупать российскую нефть, которая уже находится в море на танкерах. Министр финансов США Скотт Бессент объяснил решение заботой о наиболее уязвимых странах. По сути, речь идет о государствах, которые боятся остаться без топлива на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и скачков цен на нефть. А это означает, что и Кремль может получать дополнительные средства для финансирования агрессии против Украины. Москва и Минск проводят ядерные учения, а в Вильнюсе напоминают, что у НАТО есть чем ответить в случае конфликта. О направлении первого удара рассказал глава МИД Литвы Кястутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung. Мы должны показать россиянам, что способны прорвать их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. В случае необходимости НАТО имеет средства, чтобы сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы, расположенные там. На заявление главы литовской дипломатии оперативно отреагировал бывший президент России Дмитрий Медведев и в очередной раз в самой оскорбительной форме. Чем меньше размер, тем более истошный лай. Недавно недоумки из так называемых балтийских стран в очередной раз отметились в заливистом русофобском лае. Сначала некая Цахкна из Эстонии заявила, что с Россией не следует начинать переговоры, пока Украина не добилась успехов на фронте. А затем литовский клинический дегенерат по кличке Будрис предложил показать русским и прорваться в Калининград. Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно. Мозг очень мал. Интересно, кем себя считает сам Дмитрий Медведев, когда смотрится в зеркало или когда прочтет ваши комментарии. Пока Трамп дал иранскому режиму еще 2-3 дня, другие страны НАТО готовятся к серьезному противостоянию в регионе. Германия объявила, что отправляет в Турцию систему Patriot и 150 военных. Официальная причина – защита юго-восточного фланга НАТО на фоне войны вокруг Ирана. И это уже не просто меры предосторожности. После начала конфликта в небе над Турцией несколько раз перехватывали иранские баллистические ракеты. Ранее Альянс уже перебросил в страну несколько систем Patriot, а теперь усиливает группировку еще больше. Мы все согласны с тем, что Иран больше не должен представлять угрозу для своих соседей в будущем, поэтому он не должен получить ядерное оружие. Он должен прекратить свою программу баллистических ракет, а также свою политику разжигания напряженности в регионе и снова сделать Ормузский пролив судоходным без платы за пользование им. А немецкая разведка, в свою очередь, предупреждает, после войны на Ближнем Востоке Иран может начать операции уже в Европе. В Берлине опасаются атак на еврейские и американские объекты, но не только. По данным немецкой разведки, Тегеран также может активизировать действия против иранских оппозиционеров за рубежом. В спецслужбе прямо говорят, методы иранских агентов все больше напоминают государственный терроризм. Покровское направление все больше напоминает ловушку. Украинские десантники официально заявили, ситуация под городом стала крайне тяжелой. По данным 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ, подразделения ВСУ удерживают позиции, но фактически оказались в кармане. Российские силы контролируют часть высот и городской застройки, а небо над районом буквально забито беспилотниками оккупантов. Наши логистические поставки к этим позициям минимальны и возможны только воздухом с помощью дронов. Параллельно российские войска продолжают продвигаться и на соседних участках. По данным военного эксперта Константина Машевца, за последние недели россияне смогли пройти несколько километров по направлению Новогригорьевка-Вербовая Днепропетровской области. Продолжает бить Россия и по жилым кварталам Украины. Утром захватчики ударили баллистической ракетой по центру Прилук Черниговской области. В результате удара погибли как минимум 2 человека, несколько ранены. Произошло возгорание на крыше строительного гипермаркета «Эпицентр». Ночью под удар попал Харьков. Тут погибла женщина, еще 3 ранены, в том числе ребенок. В Кривом Роге есть как минимум 1 пострадавший. Били россияне и по Киевщине. Сюда прилетело 2 десятка шахедов.
терактов. На Краматорск сбросили авиабомбу, ранения получили как минимум 6 человек. В «Нафтогазе» сообщили, что агрессор целенаправленно атакует энергетические объекты предприятия уже 3 дня подряд. Повреждено важное оборудование. Масштабы разрушений еще уточняют. Кыргызстан начал бороться со схемами обхода антироссийских санкций. Власти страны объявили о закрытии сразу 50 компаний, связанных с серыми схемами. Какие именно фирмы попали под удар в Бишкеке, пока не раскрывают. Но все это происходит на фоне растущего давления со стороны США и Евросоюза, которые все чаще обвиняют страны Центральной Азии в помощи российскому бизнесу. Всего месяц назад впервые под санкции ЕС попали 2 кыргызстанских банка. Теперь Бишкек, похоже, пытается показать Западу, что не хочет превращаться в запасной выход для Москвы. Россияне опять записывают видео с обращением к лидеру страны, но не своей, а соседней. Жители Иркутской области просят товарища Си Цзиньпина, чтобы Китай построил им школу. В микрорайоне Березово под Иркутском около 2000 детей вынуждены ездить учиться в соседние поселки. Местные школы переполнены настолько, что учеников там вдвое больше нормы. Новую школу власти обещали еще в 2021 году, но стройка почти встала. Готовность объекта сейчас около 20%, а денег в бюджете нет. Та же история и с детским садом. Его строительство заморозили еще 2 года назад. Люди говорят, что жаловались местным чиновникам и в администрацию Путина, но в ответ слышат одно и то же: средств нет. Осталась одна надежда на товарища Си. Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим. А активное развитие культурных связей с Китаем – единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане. Интересно, а куда же ушли деньги вместо садиков и школ? Не на войну ли? Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся уже утром.